Добрый день. Тема сегодня – аналитическая психология Карла Густава Юнга. Родился он в 1875 году, умер в 1961 году. Кто же это такой был? Это великий швейцарский психиатр и педагог, основоположник одного из направлений глубинной психологии под названием аналитическая психология. Также хотел сказать то, что с 1907 года по 1912 год он был близким соратником Зигмунда Фрейда. Но в последующем их пути разошлись из-за разного мировоззрения. У Зигмунда Фрейда был психоанализ направление, а у Карла Густава Юнга аналитическая психология. Понятие и сущность индивидуации. В центре учения Юнга лежит представление об индивидуации. Что же это такое? Это процесс становления личности, такого психологического развития ее, при котором реализуются индивидуальные задатки и уникальные особенности человека. Это процесс индивидуации обусловлен всей совокупностью душевных состояний, которые координируются системой дополняющих друг друга отношений, способствующих созреванию личности. Юнг подчеркивал важность религиозной функции души, считая ее неотъемлемым компонентом процесса индивидуации. Юнг понимал неврозы не только как нарушение, но и как необходимый импульс для расширения сознания и, следовательно, как стимул к достижению зрелости, исцеления. Перевожу на русский язык, что же такое индивидуация. Это процесс трансформации, это процесс развития человека. Это установка связи между эго и самостью. Чуть позже я расскажу, что это такое. Грубо говоря, это умение быть собой, это быть верным самому себе. Также с точки зрения психических нарушений не просто неудача, болезнь или задержка развития, но побуждение к самореализации и личностной целостности. Основные архетипы. Сразу же хочу сказать, что же такое архетипы. Архетип – это модель поведения, это образ, несущий определенный жизненный сценарий, такой как отец, мать, ребенок, мудрец, внутренний ребенок, маг и так далее. Архетипов очень много. Юнг считал, что структура личности состоит из трех частей: коллективного бессознательного, его содержание архетипы, первообразы своего рода, образы поведения, мышления, видения мира, существующие наподобие инстинктов, индивидуального бессознательного, его содержание составляет комплексы и сознание. Основными архетипами индивидуальной психологии Юнг считал эго – это центр личного сознательного. Наше внутреннее «я» находится на границе с бессознательным и периодически связывается с ним. При нарушении гармоничности этой связи возникает невроз. Эго, опять же переведя на русский язык, это центр сознания, это то, кем я привык себя считать. Далее, персона, маска, это центр личного сознательного, визитная карточка «я». Это манера говорить, мыслить, одеваться. Это та социальная роль, которую мы играем в обществе. Играет две основные функции. Может подчеркивать вашу индивидуальность, неповторимость и служит формой защиты. Принцип «быть таким, как все». Персона – это кто я в этом мире, как меня воспринимают окружающие, кем я себе разрешаю быть. Дальше. Основные архетипы. Тень – это центр личного бессознательного, желания, переживания, тенденции, которые нашим эго отрицается, как несовместимы с нами самим, моральными нормами. Юнг выдвинул гипотезу о компенсаторной функции тени. Храбрый, в бессознательном робок. Добрый, злой, злой, добр. Тень – это все, что мы не хотим себе признавать, все, что мы отрицаем и прячем от внешнего мира. Анима и анимус – это бессознательная часть личности, это те части души, которые отражают интерсексуальные связи, представления о противоположном поле. На их развитие большое влияние оказывают родители. Этот архетип во многом формирует поведение и творчество человека, так как является источником проекции новых образов в душе человека. Это архетипы коллективного бессознательного, они преломляются в индивидуально бессознательные архетипы. Анима и анимус – это те части нашей души, которые соотносятся с мужским и женским гендером. Самость, самое интересное, это бессознательный архетип, главная задача которого в поддержании согласованности всех звеньев
и структуру личности, стержень всей личности. Самость – это то, кем вы являетесь на самом деле, это душа, это настоящее я. Дальше тут красивый слайд, картинка. Модель структуры личности по Карлу Густаву Юнгу. Сознание включается персона и эго. Индивидуальное бессознательное – это тень, самость, анима и анимус. И коллективное бессознательное – это психологическая энергия и архетипы. Еще раз немножко пробежимся. Анима – это бессознательная женская сторона личности мужчины. Анимус – это бессознательно мужская сторона личности женщины. Эго – это сознание человека, отвечает за чувство идентичности. Персона – это компонент личности, отвечающий за то, каким образом мы позиционируем себя в мире. Самость – это центр личности человека, обеспечивающий ее единство, стабильность. И тень – это бессознательное, которое включает в себя желания, переживания, осознанно или неосознанно отрицаемые и противоречащие культурным нормам. Типология личности. Исходя из структуры души, Юнг создал свою типологию личности, выделив два типа. Экстраверты – люди, которые максимум своей психической энергии направляют вовне, на других людей. И интроверты – люди, которые всю энергию направляют внутрь себя. Однако самость, стремление к целостности личности, не позволяет одной из ее сторон полностью подчинить другую. Также хотел сказать то, что метод психотерапии Юнга отличается от метода Фрейда. Аналитик не остается пассивным, он часто должен играть самую активную роль в сеансе. Кроме свободных ассоциаций, Юнг использовал своего рода направленные ассоциации, помогающие понять содержание сновидений при помощи мотивов и символов из других источников. Лекцию читал, такой даже не лекцию, а небольшой материал по аналитической психологии. Сергей Витищенко меня так зовут. Если было интересно, то ставьте лайк, подписывайтесь. Я пытался всю аналитическую психологию за 5 минут рассказать. Я прекрасно понимаю, это невозможно, это нужно годы и иногда, наверное, жизни даже. В общем, всем большое спасибо. С вами был Сергей Витищенко. Всего доброго, до свидания.